Так, привет, мои дорогие! Сейчас я хочу вам рассказать также теорию по кремам, а именно, какие крема бывают и как я их тоже структурирую. Еще раз скажу о том, что это моя личная как бы типология, что ли, да. Я не встречала пока, чтобы кто-то так именно структурировал крема. Итак, я делю все крема на 5 больших категорий. Это первое, белковые крема. Белковые, не пишут у меня карандаш. Белковые. Белковые. Понятно, как белковые готовятся? Взяли белок, взбили, добавили что-то сладкое. Их много видов, это прям виды, это прям тип. Их много разных, разное количество сахара, разный метод взбивания. Сиропы там варят на водяной бане, еще на какое-то. Красивое название у этих кремов, вы знаете какое, да? Меренга. Она будет швейцарская, итальянская, еще какая-то. Вот. Это белковые крема по-русски. Дальше заварные крема. Заварные крема. Заварные крема. На заварных кремов их тоже огромное количество, построена вся французская кухня. Соответственно, это берется какая-то жидкость, и она укрепляется, как бы заваривается. Всего 4 компонента у нас есть, которыми можно заваривать. Это у нас кукурузный крахмал, мука, яйцо целиком или желток. Вот. И ты любой из этих компонентов можешь взять или какое-то сочетание. И по сути, вот и из сочетаний и разнообразия, и основы разные. Получается много-много-много разновидностей, соответственно, заварных кремов. Все просто, в принципе, с ними ничего сложного нет. Аккуратненько мешаешь, взбиваешь, все такое прочее. Все знают, да, о чем речь. Дальше я отделяю тоже в отдельный тип ганаш. Ганаши. Вот, да, по-французски ноже заканчивается, кстати, те, кто учились во Франции, они говорят ноже, ганаж, вот так они говорят, да. Это шоколад чем-то разведенный. У нас в России разводят чаще всего сливками. Шоколад плюс сливки, получается шоколадная паста. Вот ее везде добавляешь, но об этом я дальше скажу, и что-то там классное получается. Вот, соответственно, во Франции же нормальных людей, где нормальная кухня еще, там кондитерка развита, вот, они шоколад вообще всем чем угодно разбавляют. Водой, вином, молоком, ягодным пюре, соками. И все это будет ганаш, вот так вот, как пчелка. Понятно? То есть это шоколад основа. Шоколад основа, чем-то разбавили, получили крем. Все понятно. Масляные крема следующие. Масляные крема следующие. Масляные крема — это масло мы взяли в основу с вами. Вот. И, соответственно, оно какое взбивается? Комнатной температуре. Добавили к нему что-то сладкое. И дальше взбиваем. Тут важно что? Соблюсти температуру. Потому что если у нас масло взбивается только комнатной температуры, то и все, что мы добавляем, должно быть комнатной температуры, иначе масло замерзнет и все, ничего не получится. Так, дальше у нас с вами, я называю молочные крема. Молочные. По сути, все творожные тоже здесь. Это сейчас самый тренд и самый распространенный вид кремов. Соответственно, это, вы знаете, какие у нас молочные с вами продукты взбиваются. Это сметана взбивается жирная, сливки взбиваются жирные, взбивается у нас с вами маскарпоне жирный. Так вот, любой из этих продуктов берете или их сочетание любое берете, добавляете сахарную пудру. Здесь пудра добавляется, а не сахар, чуть-чуть лимончика, и получается волшебный крем. Также сюда отлично добавляются все сыры, которые есть, там плюс-минус альметте, там бука, рафаэль, этот самый, ну вы поняли меня. Творог добавляется, все что угодно, и будет очень вкусно. Особенность вот этих кремов, что они, между прочим, взбиваются только холодненькие, прям холодненькие. Вот, и если мы к ним хотим что-то добавить, то оно должно быть холодненькое. А если к масляному, то тепленькое. Понятно? Отлично. Итак, всего 5. Все крема, только что вы прошли за 2 минуты. И вот когда я осознала, что вообще кремов так не так много, и я люблю один, вот этот вот, я маскарпоневый люблю крем, я вообще как бы пожирать люблю, но вы это и так знаете. Вот, да, то есть я в какой-то момент заплакала, такая думаю, боже мой, что делать, один крем, господи, куда деваться. На всякий случай вам скажу, что по правде все крема можно смешивать между собой в различных пропорциях, получая тысячи и тысячи разновидностей других кремов. Понимаете меня? То есть белковый с маскарпоневым тирамису,
Белковый с масляным, например, получается крем, вот мы на малазийке его используем. Заварной с белковым получается тоже что-то там замечательное. Если добавите ганаш в любой из кремов, получите шоколадную разновидность любого крема. Вот. И вот когда это до меня дошло, я вдруг понимаю, что да, задача не просто приготовить какой-то крем, а идти дальше, научиться сочетать, научиться, ну то есть не просто основы, хотя основы это тоже круто. Вот это наше творчество как кондитера, вот это наше творчество как кондитера, вот в этом надо самовыражаться.